Друзья, всем привет! Приглашаю вас на прогулку по саду. Смотрите, как красиво за сезон выросла магнолия. Это сорт Феруджина, который я в прошлом году заказывала с оптхоза. Маленькая она была, прямо. Ну вот, кто смотрел прошлые видео, она у меня в парнике зимовала. Ну, наверное, около 60-70 сантиметров у нее прирост. И вот так я ее закустила. Отломилась у меня верхушечная почка, и она сразу дала вот несколько побегов. Красавица. Давала я ей уже монокалий фосфат, потому что продолжают расти листики, чтобы подостановить в росте. И здесь же, на этой клумбе, у меня ларопеталум китайский. Красавец, конечно, кустарник невероятный. Он зимует с листом, вечно зеленый, такой вот у него оттенок красивый листа, бордовый. И вот так красиво он цветет. Цветет он обычно очень активно, весной особенно. А сейчас у него обычно повторное цветение. Этот кустарник будет зимовать у меня в первый раз. Я не знаю, как он перезимует. Ну, есть информация, что он зимующий. Ну, посмотрим. Покажет весна. И вот здесь у меня так красиво цветет перовские. Решила я ее убирать, потому что воткнула сюда веточку, почти черенок. Я даже не думала, что она так разрастется за один сезон. Перенесу ее в сад осенью, так как, конечно, на этой клумбе она у меня агрессор такой оказалась. Красивый, конечно, и листик резной, все, но размах куста, это вообще, наверное, 3 на 3 метра будет куст. Асфаделина здесь так красиво выросла, сформировалась. Здесь у меня песчаная почва, но я ее закисляла для магнолий и ларопеталума. И здесь вот в этих зарослях, под вот этим вот гнетом перовский, у меня фатиния. То есть перовский я уберу, а фатиния Луиза здесь как раз останется. Она вот заложила такие красивые красные почечки. Так что перовская, кстати, очень ароматная, очень душистая. Вот так вот за сезон вырос мой лавр благородный. И уже, видите, выше забора. Он зимовал у меня в прошлом году. Зима у нас, конечно, была мягкая. Я не знаю даже, как в этом году я его буду к земле преклонять. У него уже очень толстый ствол. Ну, посмотрим. Может быть, я его, конечно, как-то пришпилю, чтобы он ближе был к земле. Очень ароматный. Уже употребляю его, когда готовлю. Выхожу, срезаю листики свои. Вообще красивое растение. Надо будет потом его застричь, но я уже хочу эту зиму перезимуем. Посмотрю как. И весной, наверное, его попробую уже подсформировать. Кто-то мне задавал вопрос: Катя, как ваша павловния поживает? Вот моя павловния уже выше дома моего, наверное, думаю, выше. Ну, выше навеса. Огромнейшее уже дерево. В прошлом году я, по-моему, ее посадила. Ну, в общем, ей 2 года. За 2 года она уже себя сформировала вот таким вот огромным деревом. В этом году, конечно, листья пострадали от ветра, и клещ ее бил. А лист огромный. Вот хоть и говорят, что лист уменьшается, но у моей все равно большой. Очень красиво, мне нравится. Выпустила бутоны магония. Soft Cares. Я ее показывала, в прошлый раз рассказывала про нее. Ну вот показываю бутоны в динамике. Скоро расцветет. У нее за сезон было 3 волны роста, 3 прироста. Красивая.
И я еще купила себе очень красивую магонию Винтерсан. Но она пока в Краснодаре, поеду заберу. Скоро и покажу вам, конечно. Я в сообщество фотографии выставляла уже. Фатсия продолжает спайдервеб подрастать. Тоже дала ему на калий-фосфат, чтобы лист окреп. А здесь папоротники, гейхера. И вот смотрите, криптомерия Динджер. Красоточка. Почечек много у нее. Гейхерочки везде. Кочедыжничек вон под аукубой моей. Медуницы. Сейчас покажу вам еще. У меня расцвел сегодня трицертис. Какой красивый. Еще говорят на него, что это садовая орхидея. В прошлом году был такой маленький, а в этом году уже высокий. Очень оригинальный цветочек. Везде вьюнки. Так, после лета клен мой широсаванский. Широсаванум ауреум. Видите, как все-таки обгорел листик, чуть-чуть начинает желтеть. У нас в этом году прохладно. И по ночам прохладно, и осень в этом году рано наступила, можно сказать, с начала сентября. Вот еще кала цветет. Вышел ароник. А мне нравится его лист. Красивый. Я люблю вообще такие лесные растения, которые мощные, крепкие, живут без всяких там усилий. Гейхеры. Вот криптомерия серама. Вот у нее все-таки хлорозит она слегка, хотя я ей магний давала. Но вот приросты у нее неплохие, но цвет, видите, такой светлый. А здесь тоже у меня медуницы. Листья калы закрыли фигурку моего монаха. Магнолии. Еще хочу вам показать, у меня здесь камелия, которая растет в горшке. Вот они бутоны заложила очень много. Она у меня тут два было черенка, двухцветная. Была такая ярко-розовая и в полосочку очень красивая. Так, и сейчас покажу вам. Так, у нас тут еще инструмент попал в кадр стройработы. Никак не достроим. Вот эта камелия, которая в грунте. Ну, видите, цвет неплохой листа, все хорошо. Но вот у нее бутончик мельче. Я не знаю, может быть, конечно, очень активно она цвела. Может быть, поэтому будет в этом году меньше. Ну, она заложила все равно бутоны. Но в том году было намного больше. Продолжает еще цвести гибискус. Единственное, что мне не нравится, вот он плохо сбрасывает отцвевшие цветы, и некрасиво они свисают с него. Но сам цветок класс. Вот они такие огромные, яркие. В этом году, не знаю, мысль меня посетила убрать все-таки эту жимолость отсюда. Сделать здесь тростниковый забор. И, наверное, я еще, может быть, или бигнонию посажу. Вот сидит она у меня тут, ждет, когда же я ее посажу уже хоть куда-нибудь. Или трахилоспермум, вот он. Что-то хочу посадить более интересное. Здесь картинка.
Красиво моя тут клумба смотрится. Нравится мне. А вот трахикарпус как хорошо в горшке нарос. Солнышко сейчас уже такое на закате. Ярко. Я люблю в это время видео вам снимать, потому что красиво падают лучи солнца. Вот, друзья, еще не показывала вам. Я посадила вот такой красивый плющ. Он очень хорошо пошел. Вот такие у него кучерявые листья. Нужно уже опору ставить. Нандина. Уже начинают у нее зимние краски проявляться. Красивая. Это Гольфстрим. А вот моя красавица. Это магнолия. Господи, Галианензис нана. Очень красивые крупные листья. У нее лист удлиненный. Такие шикарные за этот сезон выросли. Вот она остановилась в росте. У нее нет приростов молодых. Она уже подготовилась. Здесь у меня внизу бересклет. Форчуна Эмеральд Гаете. Здесь же магония грациозная, грацилипс. И вон она, видите, там цветочек маленький цветет, макушечка. Все она, бедная, приживается к нашему климату. Бенкамасаки эректа бересклет. Очень красивый. Сейчас им заменяют самшиты, потому что самшит у нас поражается огневкой, а бересклет нет. И вот такой красивый бересклет мой. Тоже Форчуна Эмеральд Гаета. Их два, они повторяются. А вот он Элеагнус Гилд Эдж. Он плохо выходил после зимы. Я ему делала обработки фундазолом. Подмокал. Тоже очень красивая у него вариегатность. И здесь Криптомерия сикан, которую я тоже с Оптхоза заказывала. Но она у меня в тени растет, поэтому не сильно желтенькая. Ну, посмотрим, будет подрастать. Хорошо, она за сезон у нее увеличилась, вот у нее очень такая хвоя длинная. Красивая. И заказала я себе Криптомерию, отложила в лето. Господи, Little Champion. Тоже давно ее хотела. Очень красивая. Когда привезу, покажу. Пройдусь с вами сейчас в сад. Сегодня чистила. Работы много, конечно, в саду. Барбарис немножечко подстригла на штамбе. То разлохматился он у меня совсем. Это падуб Нелли Стивенс. Очень хорошо оброс тоже за сезон. Перестригала уже глицинию на перголах. Тоже разлапистая, лезет во все стороны. Недавно обратила внимание, что уже выгнала сережки лещина Red Majestic. Вот у нее, в отличие от конторты, красные сережки. И тут еще, вот смотрю, у меня все-таки даже орешки кое-где висят. Вот видите, осень в саду. И на юге это гибискус болотный светло-розовый. А вот этот такой фуксий цвет. Этот стоит весь зеленый и не думает. А этот вот уже все желтенький. Вот так обильно цветет в осень гайлардия. Хоть и не тропический цветок, и ничего в ней такого, но она такая яркая. У меня как-то на этом вот месте, где растет гайлардия, что-то все время цветет. Ирисы желтые весной, большой куст. Потом вот она подменяет. Все лето цветет, и очень яркие такие цветы. Красивые. Магнолия пурпан грандифлора.
Тоже красивая. Вот смотрите, друзья, как солнышко играет на берючине. Берючина аурея, правда, сейчас как золото, как золотая. Очень красивая. Шикарная. Вот пион мой из коробки. Заложил вон хорошую почку, может быть, даже цветочную. Весь объели его слизни. Посмотрим. Еще что хотела вам показать. Какой красивый мискантус. Я не знаю его сорт, но это точно сортовой какой-то. Мне подарили когда-то в свое время его. И у него, видите, вишневая такая бордовая метелка. Вот на фоне берючины. Очень красивая. Так она эффектно смотрится. Перекликается теперь с кислым гибискусом, махагоном. Вот так вот ярко цветет целозия. А вон одна уже лежит здесь на земле. Гребень бросает мне семена. Такой ковер из очитков. А вот видите, клоп сидит. Везде эти клопы зеленые. Так красиво солнышко играет и на скумпии. Скумпия уже начинает окрашиваться. Она будет такая ярко-ярко темная. Наверное, не знаю, вот покажу вам потом оттенки от погоды. Насколько быстро будет холодать. Но сейчас по ночам уже прямо прохладно. И поэтому меняется цвет. Видите, как красиво. Солнечно. За что вот люблю юг? За то, что здесь и зимы солнечные, и осень солнечная. А вот цветет жимолость. Ароматная. И посмотрите, аж светятся приросты у можжевельника китайского варигата. Очень красивые. Вырос хорошо тоже за сезон. Яркий. Красавчик. Нравится мне, как форма у него, как у него ветви загибаются. Вот китайские можжевельники, монарх, кайзука, вот варигата, у них очень красивый рост. Прямо интересный. Фатиния на штамбе. Красные почечки вот она заложила. Частично сбрасывает листики. Ой, смотрите, какой красивый. Красавец, конечно. Гибискус кислый. Хоть бы ты перезимовал. Вот такое яркое хеби варигатное. Будет зимовать у меня в парнике. Не буду рисковать. Говорят, плохо зимует. Посмотрим. Но очень красивое растение. А вот бамбук. Карликовый варигатный. Вот видите, какие листики. Посадила его тут закрытое. Туя его закрывает. И вот цветут уже хризантемы. Много их в этом году мелкие. Ну, начинают только раскрываться. Потом раскроется цветочек и будет вот крупнее, крупнее, крупнее. А вот вам вблизи листики скумпии. Кругленькие. Красивые. И вот как красиво солнце играет, да? Яркий какой. Молочай рейнбоу. Вообще прямо влюблена в это растение. Такое красивое. Уже начинают подкрашиваться его верхушечки в розовый цвет. Здесь наводила сегодня порядки, уже убирала все листья у ирисов. Надо пойти тоже куст гибискуса подвязать. Склонился так над моей араукарией. Здесь еще у меня туя красивая такая, это саграда. Вот она прямо неплохо тоже наросла.
Друзья, вот смотрите, как гиптокодиум цветет. Вообще красивый. Но вот красные вот эти соцветия только кое-где там одна-две выскакивает. Посмотрю. Пока нет этих ярких метелок, но цветет прекрасно. Что тут еще у меня цветет? Далагерстремия продолжает цвести. Кипарисовик нутканский. Тень я вам делаю уже. Очень красивый. Лимон. А вот аж светится пенисетум. Вот такой красивый. Аж правда светятся колоски. И вон мискантусы метелочки. Элиагнус. Ленкоранка. Сегодня еще заметила, здесь наводила порядки. Вот бук триколор, вот у него уже одна веточка получила осеннюю окраску. А сам еще вот пока держится. Канны сзади выросли, огромные. Но они сделали уже свое дело. Канны, клещевины, вот эти джунгли здесь насажены, чтобы бук не горел. Мир очитков. И болотные гибискусы, вот одни из первых, уже желтого цвета, хотя вот и на сирийских, смотрю, уже желтые листья. Вот такие осенние. Ну, уже все равно, конечно, прохладно. Здесь магнолия эша. Тоже лист уже желтеет у нее. Соптхоза. Елочка пушек. И здесь тоже молочай. Рейнбоу. С живучками. А здесь цветет амарант. Даже малыш такой яркий. И цилозия, асфаделина. Здесь туя боулинг-бол. И вот еще доцветает гибискус. Ну, уже все, я думаю, не будет цветения. Заросли вербены бонарской. Банан. Смотрю, пора уже, наверное, я сегодня срезала один лист. Уже надо его к зиме готовить, а он продолжает и продолжает расти. Ленкоранка. Ленкоранка тоже еще цвет не меняет, не обсыпается, ничего. А здесь куст калины морщинисто-листной. Тоже хорошо выглядит. Клен, который весной посадила, гарнет. Брала его на Новый год. Зимовал он у меня в парнике, потом его сюда высадила. Здесь он у меня получает от ленкоранки такой щит в самую жару. Ну, не сгорели листики, видите, листики хорошенькие.
Цвет еще не поменял. Должен, по идее, стать более ярким. Блин, все-таки какого огромного размера. Вообще огромнейшее. А здесь бересклеты у меня вот 3 штучки. А вокруг линкоранки хочу, чтобы такой был вечно зеленый. Не знаю, может быть, даже по стволу запущу. Они согревать ее зимой будут. Здесь цветет вербена бонарская. Это клематис сизая птица. Моя красивая любимая пальма. Вот тоже солнышко как отражается прямо в ее голубых листиках. Пересадила, и вот она гонит копье. И показалось вон еще одно. Вообще, говорят, она медленно растет. Посмотрим, как она будет чувствовать себя вот в такой плодородной земле со смокотом. Наша задача ей комфортно перезимовать. А весной, конечно же, в грунт. Друзья, еще вам показываю сейчас ель Энгельмана Bush Lace. Какая она красивая, как она себя красиво формирует. Смотрите. Красавица. Очень интересная елочка. Люблю все такое необычное, яркое. Очень долго хотела плакучую ель. Очень было у меня много таких не очень комфортных ситуаций. Я покупала недешевую Фробург ель. И она у меня лето не пережила. Было очень печально. Ну, что делать? Вот все-таки тяжело зимуют. Сегодня вот в этой части возилась. Уже часть гибискуса срезала белого, вообще засох. А здесь внутри еще цветет. Эту часть оставила. Вот половина куста уже все, а половина прямо даже расцвела. Здесь у меня злаки понад дорожкой. Ковыль. Потом овсеница здесь. И сюда же к злакам, чтобы так было шкодно, я подсадила елочку, тую, нечетую. Сейчас вам скажу, випкорд. Вот она, веревочная такая. И здесь же у меня осока бронзовая. Здесь криптомерия. Вот смотрю, надо подстричь все-таки вот. После пересадки отсохли какие-то веточки. Но в целом прямо даже ничего. Вот так вот я обрезала весь шалфей. Вообще хотела выкорчевать. Но оставила, пока подумаю. Потому что скоро привезу свою магонию. Не люблю растения, которые такие вот не очень опрятные. Я и лаванду всю убрала из сада. Эти сроки их обрезки пропустишь, и вроде еще красивый, резать жалко, потом пропускаешь, и вот такой вот страшный низ. В общем, пока оставила, но посмотрю. Вот какая красивая мушмула германская. Кайзука, можжевельник китайский. Вот сейчас, когда солнце в нем отражается, прямо, конечно, видно, какой интересный рост. Уже хорошо ярко-красные стали ягодки на кизильнике. Красиво. Я его подстригла тоже. Буду его таким шаром формировать. И пересадила в горшок японский клен Атрапурпуреум. Потому что он, конечно, ужасно стрессовал. Что-то у меня не получается эти клены выращивать в грунте. Десектумы идут прямо, а вот с этими проблемы.
И я решила попробовать его повыращивать в горшке. На зиму уберу его в парник или в какое-нибудь, без ветра место, потому что он же в горшке. А весной вынесу и уже буду подстраиваться под солнце, чтобы он, конечно, не горел. Фатиния Little Red Robin. Вот молодые листики ярко-красные. У нее вообще листик очень мелкий. Красивый, хороший куст. На штамбе хорошо она себя чувствует. Мне нравится прямо цвет такой живой. Вот начинается уже хвойпад. Это туя холмструп. Надо их уже вот так вот вытрясать, все вычищать. Это нормально. Вычистим ее. Вот они везде. Это старая хвоя. Отслаивается. Здесь купена. Варигатная. Красивая. Плющ по земле. И клен. Краснолистный клен. Без сорта. Надеюсь, что Crimson Century. Лена мне покупала. Лене привет. Клен вот хорошо себя чувствует. Посмотрим, как у него будет цвет листа меняться. Здесь яркая такая традисканция. На зиму в дом занесу, она комнатная. Но сейчас она прямо цвет создала, конечно. Березка Тростдворф. Надо ее пересадить. И вот еще мискантус. А вот здесь, видите, такие песочного цвета колосья. Тоже красивые, но бордовые это вообще нечто. Цветы осени. Гортензия уже погорела. Вот как солнце отражается в гималайском кедре. Как красиво. А вот тут спит рыжик. Зизика нету больше на видео. Зизик у нас весной загулял и не вернулся. Ушел куда-то. Остался рыжик. Такие интересные опунции с такими огромными иглами. Это все зимующие. Будем делать кактусарий. А вот краснокоренник блюмунд. Вот так вот он выглядит. Субтхоза. Здесь все в листьях, в живучках. Отцвел уже кориоптерис. Надо его застричь. Шариком сформировать. Можжевельник Lime Glow. Здесь у меня такой бордюрчик из них. Уже начинает окрашиваться. Вот куст самого большого гибискуса болотного. Уже начинают отсыхать побеги. Надо будет брать, я его вырезаю. У меня за ним растет унаби. Проход себе делаю, чтобы тут дорожка, видите. Этой дорожкой я пользуюсь только осенью, когда собираю плоды. Красавчик. Это... Ой, отвлеклась. Смотрю, веточка так интересно загнулась. Таксодиум. Каскад Фоллс. Вот такой красавец.
Он листопадный, но еще по цвету листьев видно, что он и не планирует уходить в осень. До самой земли уже на земле лежат. И вот он у меня уже сформировал, какой хороший ствол. А здесь же берег реки, вода близко, и у таксодиумов у него поднимутся потом со временем корни, скорее всего, и ствол станет такой, как бутылка такой толстый. Это будет красиво. Пузыреплодник. Я думаю, это Little Devil. Но лист вот черного цвета, видите, прямо черный, очень красивый. Он хорошо сформировался за сезон. Я его не подстригала, чтобы он тут таким фонтанчиком у меня развалился. Вот октябрь месяц, а мы все цветем. Продолжают выходить новые колоски у пенисетума. Кстати, они прямо другие как по цвету, видите, темнее. Эти почти прозрачные, а эти как второй волной. Но это прошлогодняя посадка. Видимо, окреп куст. Жималость красивая. Мелкий-мелкий листик. Варигатный. Кустик такой. Она у меня, кстати, зимой тут перемерзает и ведет себя как листопадная. Вот, ребята, видите, начинает по чуть-чуть окрашиваться сумах. Красивый. Он настолько обычно яркий осенью и как-то быстро. Вот чуть-чуть, а потом приходишь утром, а он весь стоит прямо как костер. Яркий. Астра вересковая. Мы называем ее сентябринки. Кориоптерис варигатный. Но этот, кстати, раньше начал цвести и продолжает еще цвести. С зеленым листом отцвел, а этот еще цветет. Пузыреплодник дьявола. И здесь тоже у меня куст пенисетума. И начинают метелки у мискантуса, очень красивые, узколистные. Тоже не знаю сорт, на ярмарке покупала. Просто хотелось с таким тонким листом, но тоже китайский. У него белая полоска в центре. И вот будет колосочек. Смотрите, какие облака сегодня. Красиво. Инжир. Еще твердый. Инжир продолжает спеть. Здесь уже пора собирать его. Красивый лист, мне нравится, такой резной. Вот хочу вам показать здесь крушина ольхолистная, колоновидная. Тоже красивая. Я люблю всякие необычные листья. Она осенью будет желтой-желтой. Так, где тут наш инжир? Розовеет уже, а вот спелый. Видите, какой классный. Сладкий уже. И вон сколько висит. Лист весь сожран. И вот он, видите, уже переспел. Позавчера не выбирала, у нас дожди шли. Так красиво.
Нравится мне сумах. Кстати, заметьте, вот я вам сейчас специально под сумахом показываю. Вот все боятся ужасно там этой поросли. Я даже не знаю, она мне как-то вообще, что трава там где-то, что когда-никогда поросль от этого сумаха выйдет, там веточка. Можно откопать, подарить кому-нибудь. Можно вообще стяпать ее тяпкой, пройтись. И вообще никаких проблем. Вот показываю специально, видите, вообще просто земля. Барбарис каранита. Самшит аж светится на солнце. Надо его подстричь. Не знаю, сейчас подстригу или весной. Может быть, даже весной. Березка у меня юнги. Она в этом году хорошо уже. Ствол у нее стал прямо такой, видите, белый. Здесь работы еще много. Подошла вам показать. Связывала я вот этот куст мискантуса, который уже почти до самой крыши пергал, но ветер был жуткий, его разорвало. Просто огромный. Сейчас вам объем покажу. Видите, какой здоровый. На днях стригла ивушку хакуранишики. Но вон еще несколько веточек осталось. Там пчел столько внизу. Жду. Надо либо вечером выходить, чтобы они не беспокоились. Здесь тоже везде цветут. Ой, сентябринки, а вот айва японская. Много лет росла, никогда у меня не плодоносила. Пересадила ее 2 года назад на берег. И вот она завязала. Я не знаю, они, конечно, как райское яблочко по размеру. Зато на моей большой айве в этом году такой урожай был. Ведра 4, наверное, айвы мы собрали. 2 дня ее перерабатывали. Такие краски осени. Солнце красивое на закате. И облака. И листья сумаха. Ну что, друзья, спасибо всем за прогулку. Всем спасибо и до встречи в саду.